Привет, друзья! Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш кот такой загадочный? Вот он бегает, прыгает, а через минуту спит, как ни в чем не бывало. Но за этой грацией и спокойствием скрывается одна из самых скрытных систем в мире – кошачье здоровье. Знаете, в чем главная проблема? Кошки – чемпионы по маскировке боли. В дикой природе показать слабость значит стать чьим-то обедом, и этот инстинкт остался с ними даже в вашей уютной квартире. Сегодня у нас очень серьезный, но при этом максимально душевный разговор. Я собрала для вас 100 фактов о здоровье кошек, которые должен знать абсолютно каждый, у кого дома живет этот хвостатый манипулятор. Мы разберем все, от того, почему у кота может быть сухой нос, до скрытых сигналов, которыми он умоляет вас о помощи, даже не мяукнув. Это видео не просто список советов, это ваш личный гид по долголетию вашего питомца. Мы хотим, чтобы наши коты жили 20 лет и дольше, верно? Тогда давайте учиться их понимать. И прежде чем мы перейдем к первому факту, сделайте доброе дело. Поставьте лайк этому ролику. Так вы поможете большему количеству людей узнать, как правильно заботиться о своих любимцах. Поставили? Спасибо большое, это очень важно. Ну что, погнали разбираться в кошачьих секретах. Основы выживания и скрытые сигналы. Факт первый. Мастера маскировки боли. Эволюция научила кошек скрывать любые признаки болезни до последнего. Если кот начал явно хромать или жалобно мяукать, значит, проблема уже серьезная. Для владельца это значит одно – нужно быть внимательным к малейшим изменениям в поведении, ведь тишина не всегда признак благополучия. Будьте чуткими, ведь за гордым молчанием вашего пушистого супермена может скрываться просьба о помощи. Факт второй. Сухой нос не повод для паники. Многие владельцы до сих пор верят, что влажный нос – это единственный гарант здоровья, а сухой – признак лихорадки. На самом деле носик вашего кота может менять температуру и влажность десятки раз в день. Он подсыхает после сна, во время активных игр или просто из-за сухого воздуха от батарей. Всегда смотрите на общее самочувствие питомца, ведь кошачий нос – это потрясающий навигатор, но очень плохой и ненадежный термометр. Факт третий. Частота дыхания. Представьте, что вы врач. В спокойном состоянии кошка делает от 20 до 30 вдохов в минуту. Если вы заметили, что ваш кот дышит чаще или, что еще важнее, делает это с открытым ртом, как собака, это экстренный повод для визита к ветеринару. Кошки не должны дышать ртом от жары или усталости. Дело в том, что в отличие от собак, для которых одышка – это нормальный способ охладиться, у кошек такая поза почти всегда означает критическую нехватку кислорода в крови. Факт четвертый. Пульс – ракета. Сердце кошки бьется очень быстро. В норме это от 140 до 220 ударов в минуту. Если вам кажется, что сердце котейки буквально выпрыгивает из груди, когда он просто лежит, не паникуйте. Для них это нормальный рабочий ритм. Но если пульс зашкаливает в состоянии глубокого сна, стоит проверить сердечко. Факт пятый. Температура кипения. Нормальная температура тела у кошек выше нашей, от 38 до 39,2 градусов. Если вы потрогаете здорового кота, он всегда будет казаться вам горячим. Все, что выше 39,5, это уже повод для беспокойства, а 40 градусов – это сигнал «все бросаем и едем в клинику». Факт 6. Третье веко. Вы наверняка видели у кота в уголках глаз белую пленочку, когда он только проснулся. Это мигательная перепонка, или третье веко, встроенный дворник для очистки глаза. Но если это веко видно постоянно и закрывает половину глаза, это явный признак воспаления или сильного стресса организма. Факт 7. Обезвоживание и холка. Хотите быстро проверить, хватает ли коту воды? Осторожно оттяните кожу на холке и отпустите. У здорового, увлажненного кота кожа мгновенно вернется на место. Если складка расправляется медленно, ваш пушистик пьет недостаточно, а это прямой путь к проблемам с почками. Факт 8. Почки – слабое место. Кошки произошли от пустынных предков, поэтому их почки умеют максимально концентрировать мочу, чтобы не терять воду.
Обратная сторона медали – почки у кошек изнашиваются быстрее всех остальных органов. Именно поэтому правильный питьевой режим для кота важнее, чем для человека или собаки. Факт 9. Жажда – это симптом. Если ваш кот внезапно начал пить в 3 раза больше воды, чем обычно, это не повод для радости, что он стал таким правильным. Избыточная жажда часто является первым признаком диабета или почечной недостаточности. Не игнорируйте пустые миски. Факт 10. Усы и стресс миски. Вы замечали, что кот просит еды, хотя миска половина полная? Возможно, у него стресс-вибриз. Если миска слишком узкая и глубокая, кошка постоянно задевает ее краями чувствительными усами, что вызывает дискомфорт. Попробуйте плоскую тарелку, и здоровье нервной системы кота улучшится. Факт 11. Ожирение – тихий убийца. Лишний килограмм для кота – это как лишние 15-20 килограммов для человека. Избыточный вес ведет к диабету, болезням суставов и печени. Да, пухлые котики выглядят мило на видео, но в реальности это сокращает их жизнь на 3-5 лет. Держите своего атлета в форме. Факт 12. Чистка зубов не шутка. У 80% кошек старше 3 лет есть проблемы с зубами и деснами. Зубной камень вызывает постоянное воспаление, из которого бактерии попадают в кровь и бьют по сердцу и почкам. Если у кота плохо пахнет изо рта, это не просто поел рыбки, это сигнал, что пора заняться стоматологией. Факт 13. Когти и гигиена. Если кошка перестала точить когти, это может указывать на артрит или боль в суставах. В норме когти у кошек отслаиваются, и они их меняют. Если же когти стали слишком толстыми и начали врастать в подушечки, значит, кот стал мало двигаться из-за недомогания. Факт 14. Шерсть как зеркало. Здоровая шерсть должна быть блестящей и гладкой. Если она стала тусклой, взъерошенной или жирной, это сигнал внутреннего сбоя. Кошки – фанаты чистоты, и если кот перестал вылизываться, значит, у него просто нет сил на гигиену. Факт 15. Чрезмерное вылизывание. С другой стороны, если кот вылизывает одно и то же место, например, живот или лапу, до лысин, это признак либо боли в этом месте, либо сильного стресса. Так кошки пытаются успокоить себя эндорфинами, которые вырабатываются при груминге. Факт 16. Запах изо рта с ароматом ацетона. Если вы почувствовали от кошки странный запах ацетона или очень сладкий фруктовый запах, срочно к врачу. Это классический признак запущенного сахарного диабета. У кошек, как и у людей, это заболевание сейчас встречается все чаще из-за неправильного питания. Факт 17. Рвота шерстяными колбасками – норма или нет? Многие думают, что рвота шерстяными колбасками – это нормально. На самом деле в норме шерсть должна выходить естественным путем. Если кот выдает подарки чаще 1 раза в 2 недели, это повод сменить корм на специальный или добавить мальт-пасту, чтобы избежать закупорки кишечника. Факт 18. Цвет десен. У здорового кота десны должны быть нежно-розовыми. Бледные, почти белые десны могут говорить об анемии или кровотечении, а ярко-красные – об инфекции или сильном воспалении. Проверяйте улыбку своего кота хотя бы раз в неделю. Факт 19. Хвост – индикатор. Если кот постоянно держит хвост опущенным или прячет его между ног, это не только признак страха, но и физического дискомфорта в области спины или таза. Хвост – это продолжение позвоночника, и любая травма там очень болезненна. Факт 20. Поза сфинкса при боли. Если кот сидит, поджав под себя лапы, сгорбившись и опустив голову, и при этом не спит, это поза боли. Ему явно некомфортно в области живота. Представьте себя с сильными коликами. Вот примерно так же чувствует себя ваш пушистик в этот момент. Факт 21. Сонливость или летаргия. Кошки спят много, это факт, но есть разница между «сладко сплю» и «нет сил поднять голову». Если кот не реагирует на звук открывающегося корма или любимую игрушку, это летаргия, признак того, что организм борется с какой-то инфекцией. Факт 22. Аппетит – главный маркер.
Отказ от еды более чем на 24 часа для кошки смертельно опасен. У них очень быстро начинаются необратимые изменения в печени, липидоз, если в организм не поступает энергия. Никогда не ждите, пока проголодается. Если кот не ест больше суток, бегом к врачу. Факт 23. Кошачья мята не для всех. Хотя мята считается безопасной, у некоторых кошек она может вызвать чрезмерное возбуждение и даже агрессию, что плохо влияет на сердце пожилых животных. Если ваш кот – сердечник, лучше не устраивать ему такие психоделические сессии. Факт 24. Звуки при еде. Если кот ест и внезапно вскрикивает, роняет кусок или начинает тереть морду лапой, это острая зубная боль. Представьте, как больно жевать, когда у вас открытый нерв. У кошек кариес встречается редко, но зато часто бывает резорбция корня, очень болезненная штука. Факт 25. Прыжки в высоту. Если ваш кот внезапно перестал запрыгивать на любимый шкаф или подоконник и теперь долго целится, прежде чем прыгнуть даже на диван, это первый признак остеоартрита. Эта болезнь не только старых кошек, она часто встречается и у молодых при лишнем весе. Ох, друзья, мы только начали, а сколько нюансов уже всплыло. Видите, как важно обращать внимание на мелочи? Напишите-ка в комментариях прямо сейчас, замечали ли вы когда-нибудь у своего кота странные привычки, которые оказались признаком болезни? Или, может быть, вы прямо сейчас проверили десны своего питомца? Пишите, давайте обсудим, это может спасти чью-то жизнь. Впереди у нас блог, где мы поговорим о питании, опасных домашних растениях и о том, почему кошачий туалет – это главная диагностическая лаборатория в вашем доме. Факт 26. Лоток – это ваша лаборатория. Каждый раз, когда вы берете в руки лопатку, вы проводите мини-обследование. В норме взрослый кот должен посещать туалет по-маленькому 2-4 раза в день. Если вы заметили, что комочков стало подозрительно много или они стали крошечными, это первый звоночек о проблемах с мочевым пузырем или почками. Факт 27. Критическая ситуация в лотке. Если ваш кот, особенно это касается мальчиков, зашел в лоток, тужится, жалобно мяукает, но ничего не происходит, бросайте все и летите в клинику. Это может быть закупорка мочевыводящих путей, МКБ. У вас есть всего несколько часов, чтобы спасти жизнь питомцу, так как токсины начинают отравлять кровь мгновенно. Факт 28. Почему они закапывают улики? Инстинкт закапывания – это способ скрыть свой запах от более крупных хищников и не выдать местоположение стаи. Для вас это значит, что если кот внезапно перестал закапывать или начал ходить рядом с лотком, он не вредничает. Он либо жалуется на чистоту наполнителя, либо испытывает боль при самом процессе и ассоциирует лоток с этим дискомфортом. Факт 29. Лилии – это смертельный яд. Многие цветы опасны, но лилии для кошек – это абсолютное табу. Даже пыльца, попавшая на шерсть, которую кот потом слижет, или вода из вазы, где стояли лилии, вызывают необратимый отказ почек. Представьте, один листик может убить здорового кота за пару суток. Держите свой дом в режиме «No Lilies». Факт 30. Эфирные масла и кошачья печень. Печень кошек лишена ферментов, которые расщепляют многие вещества, включая фенолы в эфирных маслах. Аромалампа с маслом чайного дерева или лаванды может вызвать у кота серьезное отравление просто через воздух. Для нас это приятный аромат, а для них невидимый токсичный туман. Факт 31. Домашняя птичка – зона риска. Никогда не давайте кошке человеческие обезболивающие, особенно парацетамол. Панадол, Теленол. Одна таблетка парацетамола вызывает у кошек распад эритроцитов, и животное буквально задыхается, так как кровь перестает переносить кислород. Кошачья аптечка должна состоять только из ветеринарных препаратов. Факт 32. Шоколадная опасность. Теобрамин в шоколаде вызывает у кошек аритмию и судороги. Хотя кошки не чувствуют сладкого, они могут из любопытства съесть кусочек торта или шоколадки. Помните, чем темнее шоколад, тем он опаснее, так как концентрация яда в нем выше. Факт 33. Лук и чеснок – враги крови.
Даже небольшое количество лука или чеснока, в том числе в виде порошка в составе детских мясных пюре, вызывает у кошек анемию. Эти продукты разрушают красные кровяные тельца. Никогда не делитесь с котом котлеткой, в которой есть лук. Это медленный яд для его крови. Факт 34. Виноград и изюм. До сих пор точно неизвестно, какое именно вещество в винограде так действует, но факт подтвержден. Он вызывает внезапную почечную недостаточность у кошек и собак. Даже одна изюминка, съеденная во время игры, может привести к тяжелым последствиям. Факт 35. Влажный корм vs сухой корм. Кошки по природе получают большую часть влаги из еды. В дикой природе это грызуны, которые состоят из воды на 70%. Если ваш кот ест только сушку и мало пьет, его моча становится слишком густой, что ведет к камням. Идеальный баланс – добавлять в рацион влажный корм, чтобы промывать почки естественным путем. Факт 36. Сырая рыба – не еда из мультиков. В сырой рыбе содержится фермент тиаминаза, который разрушает витамин В1 в организме кошки. Дефицит этого витамина приводит к судорогам и поражению мозга. Давать рыбу можно только в вареном виде и очень редко, как лакомство, а не основной рацион. Факт 37. Сырые яйца и биотин. Сырой яичный белок содержит авидин, который мешает усвоению витамина В7, биотина. Это приводит к дерматитам и выпадению шерсти. Если хотите угостить кота яйцом, только вареным и лучше желтком. Там вся польза, без вредных побочек. Факт 38. Пластиковые миски и акне. Если вы заметили черные точки на подбородке у кота, это акне. Часто оно возникает из-за пластиковых мисок, в порах которых размножаются бактерии. Перейдите на керамику, стекло или нержавейку, и кожа вашего пушистика быстро очистится. Факт 39. Высота кормления. Кошкам, особенно пожилым, полезнее есть из мисок на небольшой подставке. Это снижает нагрузку на шейный отдел позвоночника и помогает еде правильнее проходить по пищеводу. Представьте, что вам нужно есть, стоя на четвереньках и наклонив голову до пола. Не очень удобно, верно? Факт 40. Домашний кот живет в 3 раза дольше. Статистика неумолима. Домашний кот живет в среднем 15 лет, уличный – 3-5 лет. Свободный выгул – это не свобода, а риск инфекций, травм и встреч с собаками. Хотите, чтобы кот был здоров? Держите его дома, а для прогулок используйте шлейку или засетченный балкон. Факт 41. Вакцинация для домоседов. Мой кот не выходит на улицу, зачем прививки? Самое опасное заблуждение. Вы приносите вирусы, например, панлейкопению, на подошве обуви и на руках. Вирус может жить в пыли у вашей двери неделями, поэтому прививка – это обязательный бронежилет даже для самого домашнего кота. Факт 42. Блохи у домашних кошек. Блохи тоже заезжают в квартиру на вашей одежде или запрыгивают из подъезда. Помимо зуда, они переносят личинок и глистов. Если вы не обрабатываете кота от паразитов, вы рискуете его здоровьем, даже если он ни разу не видел траву на улице. Факт 43. Глисты и ваше здоровье. Многие кошачьи гельминты, глисты, опасны и для людей. Регулярная профилактика раз в 3 месяца – это не только здоровье кота, но и безопасность всей вашей семьи. Кошки могут заразиться даже через сырое мясо или муху, которую поймали и съели на лету. Факт 44. Микрочип – это цифровая страховка. Микрочип не поможет отследить кота по GPS, он работает без батареек. Но если ваш кот случайно выскочит в дверь и попадет в приют, по чипу мгновенно найдут ваши контакты. Это крошечная капсула под кожей, которая никак не мешает здоровью, но возвращает беглецов домой. Факт 45. Польза стерилизации. Стерилизация и кастрация – это не только контроль популяции, но и профилактика рака. У стерилизованных до первой течки кошек риск опухолей молочных желез снижается на 90%. К тому же это спасает от смертельно опасного воспаления матки, пиометры, которое случается у каждой третьей нестерилизованной кошки. Факт 46.
Когтеточка как тренажер. Точить когти – это физиологическая необходимость. Так кошка растягивает мышцы спины и снимает старые роговые чехлы с когтей. Если у кота нет когтеточки, он будет использовать диван не из вредности, а потому что ему нужно поддерживать гигиену лап и физическую форму. Факт 47. Кошачья трава – это не еда. Кошки едят траву не ради витаминов, они их оттуда не усваивают, а чтобы вызвать рвотный рефлекс и очистить желудок от шерсти, или просто ради текстуры. Покупайте специальную траву в зоомагазине. Уличная трава может быть обработана пестицидами или содержать яйца паразитов. Факт 48. Опасность открытых окон. Кошки не всегда приземляются на 4 лапы без последствий. Синдром падения с высоты – частая причина переломов челюсти и разрывов внутренних органов. Обычные москитные сетки не держат вес кота. Ставьте специальные сетки антикошка, чтобы ваш любимец не стал жертвой своего охотничьего инстинкта. Факт 49. Пылесос и стресс. Сильный стресс от шума пылесоса может вызвать у чувствительных кошек психосоматический цистит – воспаление мочевого пузыря. Если ваш кот панически боится уборки, закрывайте его в другой комнате с любимым пледом. Ментальное здоровье напрямую влияет на физическое. Факт 50. Ежегодный чекап. Раз в год возите кота к врачу, даже если все нормально. Сдать базовый анализ крови и мочи – это дешевле и проще, чем лечить запущенную стадию болезни. Помните, 1 кошачий год равен примерно 7 нашим, так что за год у кота может измениться очень многое.